Всем привет, меня зовут Ольга, и вы на канале о вязании, и сегодня будет не вязальное видео, уделю ему буквально пару минут в начале, а потом я наконец-то собралась, чтобы отснять видео о моей истории похудения, как я похудела на 20 килограмм за 4 месяца, чуть больше получается. Вот, отвечу на вопросы, которые вы оставляли под видео, где я рассказывала об интервью, и поговорим на эту тему, поэтому будем болтать, вам под вязание, просто послушать. Вот, сначала немножко времени уделю тому, что я очень давно не снимала видео, поэтому разговориться мне будет очень сложно, будут какие-то ляпы, как-то я буду неправильно выражать мысли, потому что, когда долго не снимаешь, возвращаться потом очень-очень тяжело. Заранее за это извиняюсь. Также будет все как-то сумбурно, не структурировано. Буду перепрыгивать, возможно, с темы на темы. Тоже извините, никакой сценарий не писала. Вот расскажу, как пойдет, так и буду рассказывать. По времени не знаю, насколько это будет. Ну и давайте немножко о вязании. Значит, пока я буду с вами болтать, я буду вязать жилетку для младшей дочки. Для старшей дочки я вязала в начале учебного года прошлого, то есть практически год назад. Вязала я ей жилетку из стопроцентного хлопка, из газал. Я подпишу, как называется, не помню там как ниточка идет. Мне одной упаковки, по-моему, не хватило на жилетку. Я докупала и связала средней дочке вот такая простая обычная жилетка. Тут вообще даже не вывязанные окаты для рукавов. Вязала ее под чтение, когда я читала детям сказки на ночь. И, соответственно, мне лень было что-то тут рассчитывать. Вот, я ее отпарила. Она такая свободная. Возможно, я просто довяжу еще снизу, потому что получилась она немного коротковата. Не рассчитывала ничего, вот просто вязала, пока вяжется. И поэтому есть тут какие-то ошибки. Не очень мне нравится, как сделана горловина. Нужно было бы ее делать все-таки в карман, но я это сделаю вот на этой жилетке новой. В принципе, для школы подойдет. Вязала я спицами 3,25 из пряжи Alize Diva. Мне эта пряжа нравится именно для такой вещи, когда можно вот так вот ее просто швырнуть куда-нибудь. Она хорошо стирается, она не катается, она практически не мнется, то есть с ней ничего не будет. Вот она у меня лежала, могли бы быть заломы, но, как видите, никаких заломов нету. Для детей, для вот именно как школьная форма, чтобы им носить там, они не очень любят на самом деле носить эти вещи, и, соответственно, эти вещи будут лежать где-то в рюкзаке, где-то в сумке, скрученные, скомканные. Когда нужно будет там линейка или еще что-нибудь, они смогут быстренько одеть на себя и носить. Вот, соответственно, вяжу я вторую жилетку для младшей дочки. Младшая дочка закончила в этом году детский садик, были выпускные. Почему вот я пропала? Я просто не успевала вообще ничего делать. У меня очень был сложный этот месяц, май, предыдущий, вернее. И пока вот я раскачалась, уже практически середина июня, как бы время пролетело, и я даже не заметила, как это прошло. Вот, и да. Ладно, про мысли я расскажу. Еще покажу, что я вяжу. Значит, мы делаем ремонт сейчас, последняя часть ремонта, и я надеюсь, что до конца своей жизни я вообще забуду обо всех ремонтах, больше ничего не хочу. Ремонты это вообще не мое, я к ним очень долго готовлюсь, к первому ремонту. Первый ремонт в одной комнате делал муж, когда я с ребенком была в деревне у родителей, с первым ребенком. Значит, ко второму ремонту, то есть во второй комнате, я готовилась тоже очень много лет, больше 5 лет. Очень тяжело мне это дается, то есть я продумываю, чтобы сразу все сделать, полностью пол, стены, потолок.
и мебель, соответственно, тоже, и, ну, мне нужно к этому созреть. Вот в прошлом году мы сделали, получается, ремонт у детей в комнате, сделали очень классную для них мебель, полностью все организовали. Я это на канале не показывала. Возможно, когда мы сделаем полностью ремонт сейчас на кухне и в коридоре делается ремонт, когда я все сделаю, возможно, какие-то моменты расскажу, тоже такую болталочку сделаю, потому что для меня очень важно в маленькой квартире, а у нас очень маленькая квартира на нас 5, это вообще просто, как муж называет, это каморка, вот, но меня это устраивает, как бы он переживает из-за того, что мало места. Для меня это комфортно, когда все под руками, все аккуратненько, но мне нужно, чтобы были места для хранения, чтобы у каждого было рабочее место, чтобы у каждого была своя территория на этой маленькой территории, да, так как мы не можем там позволить каждому комнату выделить, соответственно, в комнате нужно, чтобы была своя территория. И вот у детей сделано так, чтобы у них, у каждого была своя территория. И сейчас на кухне я делаю очень много, будет продумано все так, чтобы мест для хранения было максимальное количество. Я когда показала проект-план мужу, он сказал, это вообще, это будет уже... Ты все пространство сожрала этими шкафами, этими полочками, этими шуфлядочками, шкафами. Ну, что поделаешь. Вот, в общем, ремонт идет, и я хотела вот на кухне сделать на стол, как они называются, в общем, салфеточки, на которых кушать. И когда ходила в магазин за очередными строительными материалами, ходила в магазин, где продается и пряжа, решила заглянуть, а что же там есть. Погуляла по полочкам, вся пряжа, которая там российская, турецкая, итальянская там нету, там достаточно такой бюджетный вариант в основном пряжи. И меня не интересовала эта пряжа, потому что я знаю, что там будет наценка, и, соответственно, дешевле купить в том же Wildberries, либо заказать в каких-то онлайн-магазинах целыми упаковками, это выйдет дешевле. И тем более мне так много не надо было. Я решила пройтись по белорусской пряже. Вот, и, значит, я нашла вот такую пряжу. Я думала из нее, вот, вспомнила, как называется, плейсматы. Значит, хотела связать из этой пряжи плейсматы. Это Полесье. Это у нас пан 95% и полиэфир 5%. 200 метров, 140 грамм, если я не ошибаюсь. Зола плюс белый называется. Это белорусская наша пряжа. Кстати, в школе вот хотели, чтобы все закупили жилетки Полесье, но я решила связать, потому что жилетки, которые производит Полесье, они 30% шерсти, 70% акрила, и они теплые. Мне так было жалко детей, когда был последний звонок, их заставили одеть эти жилетки, и дети просто стояли на солнце, было очень жарко, очень душно, и представляете, они на рубашке, на платье, в этих жилетках, которые с шерстью, ну это вообще издевательство над детьми, поэтому даже с этой целью я решила связать именно для своих детей и 100% микрофибры, потому что она и не катается, и стирается хорошо, и в ней не будет жарко, в школе, в принципе, зимой отопление хорошее, поэтому... Вот, значит, пряжа толстая. Я посмотрела и подумала, что нет, слишком толстая эта пряжа для того, чтобы делать плейсматы эти. Все-таки я ее сделаю из хозяюшки рукодельницы. Я покупала очень много пряжи этой. Вязала сумки по мастер-классу Ольги Оскаровой. И у меня осталось, я связала коврик в коридор, потом сделала большой коврик в коридор. Очень удобно, да, возможно, это
не смотрится как-то по-европейски классно, но когда зима, когда начинает носиться грязь, песок, когда соль, оно все остается в дырочках. Я вязала коврик в коридоре по типу бабушкиного квадрата, но в виде прямоугольника. И все, получается, остается под этим ковриком и не разносится, потому что, ну, через вот этот участок, там, где стоит обувь, ты постоянно ходишь в комнату, и дети ходят постоянно, и, соответственно, если чего-то нету в коридоре, это все разносится по всей квартире, вот, поэтому коврики очень классно. И я подумала, что на кухню, там, где будет плита, там, где будет раковина, я подумала, что будет очень классно сделать вот такой коврик. Вот я начала вязать. Я думаю, что 2 мотков таких мне хватит. Вот насколько хватит, настолько хватит. Все очень просто. Вяжу прям овалом. И делаю один ряд просто столбики с накидом одним, и потом делаю филейную сетку. Здесь, конечно, не по правилам овала я вяжу, потому что, ну вот у меня здесь начинает фалдить. То есть я смотрю, как вот ложится пряжа, насколько мне хочется сделать прибавок по вот этим скруглениям. Ну, посмотрим, как это все будет смотреться. И еще вот я, когда связала эти коврики, чем они мне нравятся в коридоре, в ванной, в туалете у меня связаны коврики из полиэфирного шнура синтетического. Чем мне нравится? Их закинул в стиралку, 30 минут они там поболтыхались в этой стиралке, сразу же положил на пол, их не надо нигде не сушить, в отличие от хлопковых ковриков. Они сразу сухие, из стиралки достаешь, они легкие, ну и вообще классно. Какой момент минус с такими ковриками? Это то, что если, например, плитка в ванной, в туалете у нас плитка гладкая, не шершавая, и эти коврики из полиэфирного шнура скользят, но я с обратной стороны просто проклеила такие участки по кругу силиконом, и, соответственно, они не так сильно ездят по плитке. Что же касается в коридоре, там, где у нас маленький такой коврик и побольше, там я с ковриками ничего не делала, потому что там лежит линолеум, причем линолеум лежит, он такой фактурный, то есть он не гладкий, соответственно, не скользкий, и с ковриками этими ничего не происходит. На кухне будет лежать точно такой же линолеум. Мне очень нравится этот материал, больше, чем какой-то ламинат, либо паркет. Тоже вот думали, что там, из чего делать, как делать стены. Это, конечно, история на целое видео, возможно, даже не одно. Да. Вот такое у меня вступление, больше, чем на 10 минут. Итак, давайте приступим к похудению моему. Значит, как это было? С чего же начать? Начать я, наверное, бы хотела с 2022 года, сейчас 2023, если мало ли там кто-то будет смотреть через 5 лет, сейчас смотрят, спрашивают меня под видео какие-то вопросы, а я вообще не понимаю, о чем меня спрашивают, потому что я не помню, что я говорила там в видео, особенно какие-то схемы, какие-то там вопросики по вязанию, вообще не помню ничего. Приходится самой пересматривать видео, чтобы ответить на эти вопросы. Так вот, значит, началось, историю свою хочу начать именно с 2022 года. После всех этих ужасных событий, которые были в начале года, произошли. Я думаю, что у всех эти события просто... Я даже не знаю, как это описать и объяснить. В общем, я, наверное, выделю самые основные моменты, на которые я хотела обратить внимание. Это то, что когда это все случилось, я оказалась в ситуации, знаете, такой беспомощности, когда ты понимаешь, что
ну, то, что происходит, это просто кошмар и ужас, ну, даже слов нету, как это описать, и ты понимаешь, что ты ничего сделать не можешь, потому что ты не просто какая-то песчинка, ты просто пылинка, которую очень легко сдуть и просто убрать ее, да, как мы пыль убираем, чтобы она нам не мешала, так и вот я оказалась в такой ситуации, когда ты хочешь что-то сделать, что-то, ну, как-то остановить это, но не понимаешь, как это сделать. И вот второе состояние — это безысходности, когда ты не знаешь, как дальше жить вообще. И, конечно, это все, как это объяснить? В общем, стало такое состояние, что не понимаешь, что дальше делать, а дальше как-то надо жить, потому что, ну, у нас семья большая, 3 детей, они не совсем большие еще, 5, 8 и 10 лет, да, соответственно, их нужно как-то обучить, как-то поставить на ноги, привить какие-то правильные ценности, чтобы они понимали, что вот на примере того, что сейчас вот происходит, что так не должно быть, что это, ну, кошмар и ужас. Вот, соответственно, когда все произошло, через какое-то время ты понимаешь, что нужно просто что-то делать для того, чтобы не лечь как овощ и не сожрать себя изнутри вот этими всеми мыслями. Соответственно, я погрузилась очень сильно в домашнюю рутину. Я погрузилась, кстати, я тогда первый раз худела на диете. Я обычно диеты никакие не использовала, но мне нужно было какая-то активность, что-то делать, без разницы на самом деле что, но мне нужно было делать. А делать было много чего, потому что ты просыпался с утра, ты узнавал новости, понимал, что то, что работало вчера, сегодня не работает, нужно искать другие выходы, ты в течение дня искал эти выходы, работал, выполнял какие-то домашние обязанности, и к вечеру ты понимал, что, ну, возможно, как-то мы будем жить, все равно жить придется, и вроде бы как намечается план, что, ну, как-нибудь протянем. Без сил ты просто вытягиваешь ночь, ну, уже когда спать ложишься, вытягиваешь ноги, и отрубаешься. Это с тех пор ночь для меня это самое потрясающее время суток, когда ты просто с мыслью, если я сейчас не закрою глаза, я просто сдохну от всего того, что ты делаешь. Ты засыпаешься, с утра просыпаешься, снова ситуация вся меняется, ты снова переживаешь по этому поводу, начинаешь искать выходы, выполняешь домашнюю рутину какую-то, и к вечеру вроде бы как стабилизируется, ложишься спать, на следующее утро все повторяется. И вот это вот, в принципе, смена постоянной событий, когда каждый день что-то происходило новое, и у тебя появлялись новые задачи, которые нужно было решать. Время текло, плюс к этому я еще вот стала худеть по принципу интервального голодания. На тот момент я за месяц похудела, вот у меня как раз начала 2022 года было, что я вернулась снова к своему самому большому весу. Самый большой вес — это у меня 90,5 килограмм. Когда я вот к этому весу подходила, я начинала принимать какие-то меры, вот, там убирала сладкое, но жестких диет каких-то не было у меня никогда. Единственное, что вот диета, вот это интервальное голодание, и плюс я к ней подсоединила, я считала калории, питалась на 1500 килокалорий, то есть было и интервальное, и подсчет калорий. И я похудела за месяц на 5 килограмм, дальше вес стал. Пришло лето, значит, и вот мы тогда решили, что так как завтра ты не понимаешь, где ты проснешься, что завтра будет происходить, то нужно жить здесь и сейчас. Вот этот вот синдром отложенной жизни, оставить все на потом, я его просто
вот на сегодняшний момент я понимаю, что за прошлый год я его у себя искоренила, убрала, потому что я проживаю день, как будто завтра этого дня у меня больше не будет. И когда вот муж сейчас спрашивает, откуда у тебя столько энергии, что ты делаешь то и то и то, и там и питание с этим до сих пор я занимаюсь, и зарядками занимаюсь, и какая-то активность, и ремонты, и много задач, в принципе, выполняю. Вот когда он спрашивает, откуда у меня столько энергии, потому что вот я сейчас живу с этой мыслью, что завтра у меня не будет. Соответственно, сегодня я хочу сделать максимум, что я могу, выложиться на все 200%, и жить, жить сегодняшним днем. Вот, значит, мы из-за того, что вот с ремонтами этими тянули, решили, что, ну, и с экономической точки зрения, когда ты не понимаешь, что вообще в мире происходит, какие-то были накопления вот на ремонт, либо мы думали, может, еще на что-то потратить, мы решили вложиться в ремонт для того, чтобы, ну, хотя бы чем-то наслаждаться в этой жизни. Вот, соответственно, летом у меня прибавилась еще задача. Я занималась полностью ремонтом, я искала людей, я полностью продумывала все дизайны, то есть никакого дизайнера я не нанимала. У меня вот идеи, как бы я хотела видеть, что бы я хотела видеть. Ни один дизайнер бы мне этого не сделал. Мне нужно было просто прийти и сказать, я хочу вот это, вот это, вот это, что вы из этого можете сделать, как это сделать, возможно, что-то поменять, потому что, ну, чисто практически какие-то элементы сделать невозможно. Соответственно, вот тогда пришел... Я, наверное, вам оставлю ссылочку, потому что ребята сделали очень классно нам мебель в комнате детской. Они занимаются только детской мебелью. И настолько они продуманы, настолько он понял, что я хочу, как я хочу. Он мне предложил все моменты, как что сделать. В общем, я мега довольна. Один единственный минус, на который я не обратила внимания, то есть это моя ошибка, это то, что мебель делалась 30 дней. Я думала, что это месяц будет, да, 30 дней. Оказалось, что это 30 рабочих дней. И, соответственно, так как мебель было очень много, немножко растянулись эти сроки. И плюс установка еще неделя. И мы буквально закончили перед самым учебным годом. Уже дети ночевали на матрасе у нас, вот, потому что спать им было негде. Но, в принципе, все остальное на высшем уровне. Также мне повезло с ребятами, которые делали стяжку. Я просто удачно нашла их. Они и в этом году уже сделали стяжку. Также вот мастер по отделке стен очень хороший. И потолки натяжные. Я не знаю, как так получилось, но мне попались просто потрясающие люди, потрясающие команды, которые вот сделали, как я их находила, не читала никакие отзывы, просто вот наобум вот так вот. Мне нужно это сделать, кто это сможет сделать, первый, кто отзывался, я сразу же давала тех задания, и они просто делали, и результат просто потрясающий. Вот, значит, время шло, и вот из-за того, что, во-первых, вот это вот эмоциональное состояние, вот этой безысходности, этой беспомощности, депрессии какой-то, но я не скажу, что это депрессия, потому что я постоянно себя, знаете, как толкала, делай, 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 постоянно что-то делай, то есть никто меня не заставлял, никто это делать, я просто сама себя долбила, давай, делать, надо делать. И на тот момент я не прислушивалась к своему организму. Я понимала, что мне как-то
как-то не очень хорошо, как-то мне вот тяжело. У меня вот эта вот постоянно одышка была, которую мне даже, когда я видео снимала, мне об этом говорили не раз, вот, и мне тяжело было подняться на 4-й этаж, у нас нет лифта, и очень тяжело я поднималась, у меня начинало стучать в висках, вот эта вот слабость, но я такая думаю, это все из эмоционального состояния, это из-за того, что я там постоянно себя заставляю что-то делать, не сидеть на месте, я себе не разрешала отдыхать днем по одной простой причине, потому что если я лягу днем спать, я проснусь там через полчаса, через час и начну сметать, жрать все подряд, а соответственно я тогда уже похудела вот на 5 килограмм, и мне не хотелось терять этот результат. А результат постепенно к Новому году начал исчезать, вернее. То есть вес начинал потиху расти опять, и я знала, что если я днем буду спать, я просто нажру это очень-очень быстро. Вот, значит, время шло, время шло, закончилось лето, начался учебный год, опять это сложные моменты там со школой, кружками и всем этим. Можно было просто сойти с ума. Я тогда вернулась на YouTube на тот момент, потому что я очень долго не снимала. На период вот ремонта не снимала, как в принципе и сейчас, да, перерыв такой был. И вот именно осень, когда я потом стала анализировать проблемы своей со здоровьем, я поняла, что тогда вот это было такой не то что звоночек, это был уже колокол о том, что беда идет. Беда идет не только с внешней стороны, беда идет изнутри. Она уже есть и скоро жахнет. Вот, значит, еще один момент, на который я хотела обратить внимание, вот именно где-то весной это связывало с тем, что я, скорее всего, переболела коронавирусом, где-то там в январе, да, начало февраля. Не сдавала тесты, но все симптомы как бы очень было похоже на то, что я переболела коронавирусом, и на тот момент мне очень хотелось есть соль. Я ее просто ела очень много. Все были в шоке, почему я так ем. Я стала покупать большие, соль крупного помола, по-моему, называется 5X. Не очень помню, в общем, гималайская соль, она самая крупная брала, и я ее просто ела как конфеты. Все это продолжалось очень долго, я не понимала, почему мне так вкусно, и почему я не могу даже до сих пор это возвращаться, но сейчас с солью у меня уже все хорошо, меня отпустило. Я расскажу, в чем же была причина, почему я так ела. Но когда вот я общалась с докторами, они такие, хочется соли, поешь, может быть, в пище мало соли. То есть на это никто не обращал внимания. Вот, и вот осенью у меня стали очень частые головные боли. Головные боли были такие, что я пила каждый день парацетамол, и к концу года стало так, что не справлялся парацетамол, я перешла на ибуфен, и не справлялся ибуфен, одна таблетка, то есть я за день пила несколько таблеток. Это ужасно, то, что я не пошла обследоваться, смотреть, что же там происходит с моим организмом, это огромное упущение, то есть я на себя наплевательски так относилась, и все это я связывала именно с эмоциональным состоянием и с тем, что я себя загоняю, чтобы просто вечером лечь и отрубиться сразу же, чтобы без сил быть, чтобы не было в голове никаких других мыслей, только вот лечь и спать. Вот, чтобы ты не анализировал то, что происходит вокруг, чтобы ты не корил себя, не винил себя, чтобы ты не пожирал себя, чтобы не было вот этих мыслей, чтобы оно не оставалось. То есть у тебя постоянно идет перечень задач, которые тебе нужно решать.
ты очень много делаешь всего, и просто вечером отрубаешься, и все, ты в беспамятстве. Это единственное, что меня спасло вот в прошлом году. И это привело к тому, что у меня было вот такое вот состояние, было очень тяжело, головные боли, слабость, одышка. Мне очень тяжело было подниматься на 4-й этаж, но я не пошла к врачам, не стала сдавать, потому что там снова заболеваемость увеличилась, потому что осенью она увеличивается. Мне не хотелось, и так дети стали болеть, мне не хотелось еще что-то приносить с поликлиники взрослой. Вот, и в декабре начнем, наконец-то, похудение. Полчаса прошло. Значит, в декабре мне написала Оксана с канала Oxy Magic. Она рассказала про свое питание. Многие называют это диетой. Я не знаю, я периодически буду говорить слово диета, но на самом деле это не диета. Хотя, если углубляться, что такое диета, это принцип питания какой-то. То есть вот в больницах есть диета, или называют там стол номер 0, 1, да, идет. Вот, значит, общий стол или общая диета. То есть это какой-то принцип питания. Возьмем так. Соответственно, если вы ничего не соблюдаете, у вас такая диета, когда вы не следите за своим питанием. Кто-то там худеет на интервальном голодании, это диета интервальная. Кто-то на кето, это диета кето. То есть, ну, в любом случае, это как бы принцип питания, назовем так. Поэтому я периодически буду называть это диетой тоже. Не вижу в этом ничего ужасного. Вот, значит, написала мне Оксана, рассказала про питание и говорит, давай со мной. Я такая, да, я посмотрю. Посмотрела я видео Сергея Обложка, а именно питание это было по метаболическому принципу Сергея Обложка. Значит, посмотрела, мне этот доктор совсем не зашел. Не понравилась его манера преподнести тему, да, рассказывать, эти шуточки мне не зашли, его тембр голоса не зашел, ну и вообще вот не мой человек ни разу. В общем, он мне не зашел, я как бы так, очередная диета, ну, Оксане помогает и хорошо. Значит, дальше время шло. Там уже подготовка к Новому году. Вот, я со своими головными болями справляюсь. Мне совсем плохо, что меня начинает укладывать в постель. Я просто уже не могу сидеть. Головная боль такая, что не то, что даже двигаться, ты... Любой шорох, любой шум, я такая думаю, откуда у меня мигрень, потому что мигрень обычно передается по наследству. Чаще всего у нас никто мигренями никогда не болел. Я думаю, ну откуда мигрень вообще может взяться? А у меня реально признаки вот головных болей, как при мигрени. Вот, значит, потом мне Оксана снова пишет. Ну, как ты там посмотрела? Я говорю, да, посмотрела, там опять отнекиваться. И вот прямо перед практически самым Новым годом Оксана мне пишет и говорит, давай начинать вместе. Я такая, да, хорошо, после Нового года. После Нового года мы возвращаемся от родителей, едем, и я такая думаю, все, этот год у меня поменяется полностью, я возьмусь за питание, я там такая молодец. Значит, приезжаем мы, у детей каникулы продолжаются, питание я никак не регулирую, и мне снова Оксана пишет и говорит, ну что, начинаем? И я понимаю, что, ну, сколько уже можно откладывать? Я говорю, все, Оксана, начинаем 8 января. То есть 7 я знала, что мы поедем в гости, что мне будет сложно. И я такая, все, начинаем 8 января.
Значит, начинаем мы 8 января. Я уже вот эту неделю до 8 января начинаю более активно смотреть видео, смотреть эфиры со звездами. То есть я посмотрела основы, поняла, как что делать. Я начала смотреть эфиры со звездами. В эфирах со звездами там стали рассказывать какие-то принципы. Вот, принципы в питании. Я стала погружаться в эти темы более активно, уже более точечно. И, значит, была, в принципе... Ребенок звонит. Была, в принципе, уже готова к самому питанию. Значит, 8 января я начинаю питаться, для контроля отправляю отчеты Оксане. Она начинает меня корректировать, потому что были ошибки, и так как она до этого уже много чего посмотрела, прочитала, изучила, соответственно, она начала меня исправлять. Я сначала так, типа, а я хочу, а я вот буду. У меня там было, типа, в салат добавляла красную рыбу, мне было очень вкусно, это же полезно, это очень классно, но Оксана мне говорила, нет, так нельзя делать, ну, не то, что нельзя, просто не стоит, нужно там то-то, то-то. В общем, я стала корректировать сначала все свои ошибки, вот Оксана мне помогала это все делать, вот. И одним из условий еще вот этого вот низкокалорийного питания, принцип метаболической тарелки основан на том, что мы снижаем калорийность наших приемов пищи, то есть мы едим очень много, но низкокалорийных продуктов выбираем из всех продуктов, выбираем те, которые с меньшей плотностью калорий, то есть поменьше у них калорий. И так как меньше калорий, для того, чтобы поддерживать свой организм из-за этого дефицита, нужно обязательно принимать поливитамины. Вот, и сразу отвечу на вопрос, когда говорят, вот, низкокалорийное, там дефицит калорий очень плохо, что, типа, слишком занижена, она потому что считаются в этой программе только продукты, которые вы едите. Там не идет в счет масла, а это где-то 100 килокалорий плюс еще, не идет в счет отруби, которые тоже добавляют калорийность в каждый прием пищи, это тоже где-то 100-150 килокалорий. Также не идет казеин, который тоже он калорийность имеет, и, соответственно, если вы пьете много кофе, соответственно, у вас калорийность еще, ну, то есть к той калорийности, которой вот я питалась на дефиците калорий 850, 1050 у меня был коридор. Нужно еще прибавлять 200-300 килокалорий, которые уходят на те продукты, которые я обязательно в каждый прием принимаю, но в учет их калорийность не беру. Вот. Поэтому правильнее говорить, что я питалась на 1200-1300, да, приблизительно, ну там 1100-1300, давайте мы вот так вот возьмем разбежку. То есть на интервальном голодании я питалась на свою равновесную 1500, а здесь я питалась чуть меньше, у меня калорийность была. И, соответственно, я вот пила поливитамины, стала принимать, и это сработало просто магическим образом. Значит, когда я стала принимать поливитамины, у меня пропали головные боли, у меня появилось столько энергии, вам просто это не передать. Это как будто я начала тушить пожар в своем организме бензином. То есть у меня энергия прет, я много делаю, вроде бы должно энергия куда-то уходить, а у меня становится ее еще больше.
И это для меня было на тот момент непонятно вообще, что происходит, почему так я отреагировала. Потому что потом, когда я рассказывала другим людям, что вот таковое питание есть, кто хочет похудеть, и кто-то сразу говорит, что мне такое питание не подойдет, даже не пробуя. Кто-то начинает так питаться, слишком, наверное, занижает калорийность, у них какая-то там слабость, вялость начинается. А у меня был обратный эффект. То есть я, я просто летала на крыльях, я не знаю, как вам даже это объяснить. Это какие-то были чудеса. Конечно, вес пошел вниз, и это было вообще восторг, потому что ты ешь вот столько много, большие порции, и при этом вес уходит. Как такое может быть? Вот, но не без минусов. Конечно, я начала там спорить со всеми, начиная с самых близких. Это мой муж начал говорить, что ты там из-за того, что так питаешься, заболеешь, там еще что-нибудь. Родители, знакомые, все начали говорить, что это очень плохо, потому что я, когда рассказывала, как я питаюсь, цеплялись просто за какие-то мелочи, которые я на данный момент могу легко оспорить и кучу доводов привести, что, ну, это все ерунда, то, что мне доказывают, потому что я знаю, что так как я сейчас питаюсь, это правильно, это самое лучшее питание, которое должно быть у каждого человека, у взрослого, у ребенка. Это правильно. Если тут даже если нету. На самом деле, если вдруг у человека какая-то непереносимость каких-то продуктов, это все взаимозаменяемо, и можно подобрать, собрать свое ядро питания, то есть теми продуктами, которые вы едите каждый день, можно выбрать свое. Вот, например, кто-то не любит куриную грудку, да, есть, но при этом вы можете выбрать говядину, например, субпродукты я люблю есть, да, там можно выбрать крольчатину, можно индейку выбрать и кушать это, либо нежирные сорта свинины можно рыбу, если совсем там вегетарианцы, то другое питание, да, можно другие продукты выбрать, то есть это питание подходит всем. Пока монтирую, поняла, что нужно сделать небольшую ремарочку и сказать, что здесь я говорю именно о метаболическом принципе, не о дефиците калорий, а именно о метаболическом принципе, когда вы кушаете продукты по принципу, у вас на тарелке всегда должен быть белок, углевод и клетчатка. Все, что я говорила, это к дефициту не относится, а именно к метаболическому принципу. Кто бы мне что ни говорил, там, что плохо переносится, или там я когда вот свекрови рассказывала, она говорила, что я не могу есть столько овощей, там с зубами проблема жевать, да, и на это тоже есть ответ. Не можешь жевать овощи, пей овощи. Без проблем, пожалуйста, в виде смузи. Если там ты очень любишь шоколад, пожалуйста, ешь шоколад. Это нужно делать в каждый прием пищи, если ты это любишь. Если ты не любишь выпечку, а любишь фрукты, кушай фрукты. Если ты не любишь фрукты, тебя они не дают такого насыщения, ты любишь выпечку, пожалуйста, ешь выпечку. То есть, ну, как можно сказать, что «а мне это не подходит», да? Я могу сказать 200% этим людям, что они просто не пробовали, потому что у меня точно такое же было отношение изначально, когда вот мне Оксана написала, что типа, а, что ты, когда она стала исправлять мне ошибки, у меня тоже было такое, я не хочу, я не буду. И она говорит, это все твой хитрый жир, это все уловки хитрого жира, они так тебе говорят, это не ты. Вот, я прослушала книгу Сергея Обложка, очень интересно, позитивно написано. За вот это время, наверное, за 3, нет,
больше, за 4 месяца я пересмотрела все видео на YouTube у него на канале. Это и эфиры со звездами, это и просто какие-то интервью с врачами, также это рецепты, либо просто когда у него были такие эфиры мотивирующие, когда он один рассказывал. То есть я пересмотрела все, я изучила полностью, целиком и полностью все, то есть у меня нет никаких вопросов. Вот, и как же я привыкла, как я могла смотреть того, кто меня раздражал. Я смотрела сначала на скорости 1,5, а потом я привыкла. Просто привыкла, я доверилась этому человеку, доверилась тем принципам, которые он рассказывает по питанию, и у меня прошло вот это вот отторжение, что мне этот человек неприятен. Все, я к нему привыкла. Вот, значит, изначально я там худела, получается, по видео первый месяц, а вот на втором месяце так случилось, что начали болеть дети, начали болеть взрослые, и так как семья у нас большая, соответственно, мы начали болеть по порядку сначала, а потом стали болеть по кругу. И меня это так... И еще у меня вес стал не так быстро снижаться, как в первый месяц. В первый месяц очень хорошо вес уходил. Кстати, я не взяла свои записи по тому, как вес уходил, но в первый месяц вообще просто вес улетал. На втором месяце, вот когда вес затормозился, я поняла, что мне нужна поддержка. Вот, и у меня была настолько благодарность команде Сергея Обложко, что я решила, что я пойду в программу. Неважно, пройду я ее или нет. В общем, я купила себе программу. 2 цели для этого было. Это первое, то, что мне нужна была моральная поддержка, чтобы был контроль более жесткий, да, там надо отправлять отчеты ежедневно. Конечно, никто там не приедет сельдереем, меня не отшлепает за то, что я там не отправила отчеты, либо там никто не выгонит с программы, если я не буду отправлять отчеты, но все на совести, да. Вот. И второй момент, почему я купила программу, это потому что любая работа должна быть оплачена. Это, ну вот мне хотелось вот так сказать спасибо за то, что вот у меня столько энергии появилось. Вот, значит, я пошла в программу, и в питании, в принципе, у меня ничего не поменялось. Вот как Оксана мне отрегулировала все вот это вот по питанию, я дальше стала точно так же питаться. И, ну, в принципе, отправляю отчеты, меня хвалят, там, звездочки я получаю, морковок у меня не было. Морковка — это если есть какая-то ошибка, звездочка — это если ты все правильно сделал. В общем, у меня одни звездочки, я отличница, вес стал уходить, он дальше стал уходить ступеньками, то есть снижается, потом идет такое плато, потом вес прибавляется в связи с 2 гормональными циклами каждый месяц, да, то есть идет небольшой подъем, потом вес опять снижается, потом небольшая плата, потом небольшой подъем, опять вес снижается. То есть у меня вот такими ступеньками он из-за того, что организм очень сильно реагирует на гормоны, у меня очень сильно задерживается жидкость, поэтому такие ступеньки получаются. Вот, так, значит, за 3 месяца я похудела на 15 килограмм, тогда меня позвали на эфир к Сергею Обложку, я стала одной из звездой недели. Вот, эфир я еще раз продублирую здесь под видео, если вдруг вы не видели. И, значит, через месяц когда вот получается я похудела 4 месяца подряд на дефиците калорий, я похудела на 19 килограмм. Мой вес с 87,6 снизился до... Так, это посчитать надо. 87... 68,6 получается, да.
Значит, вес снизился, 19 килограмм у меня было, чуть-чуть там больше, ну, я это не считаю, давайте округлим. И я поняла, что достаточно. Во-первых, муж стал очень сильно ныть, потому что у меня улетучились объемы, вообще просто ушли объемы. Чтобы вы понимали, вот эти вот все установки, что роды, возраст, у меня было 3 родов, все они естественным путем были. И, соответственно, объем бедер у меня был 118, даже 120, наверное, в самый, когда большой вес. Сейчас у меня бедра 98, вот они уже у меня не уменьшаются больше месяца. Значит, соответственно, они, понимаете, насколько они уменьшились. Муж так радовался, что у меня были красивые большие бедра, сейчас их нет. Осталась только кожа, которая со временем, конечно, подтянется, и все это придет в норму. Значит, грудь у меня тоже уменьшилась. Грудь у меня, я не знаю, грудь у меня была, наверное, 100, сейчас 92. И талия. Талия у меня была 88-90, если я не ошибаюсь. Да. А по пупку было 100. Вроде так. Ну, то есть у меня, когда вес увеличивался к максимальной величине, то есть живот сначала растет вперед, а потом он начинает опускаться вниз. Когда я начала худеть, у меня обратный процесс пошел. Сначала живот поднялся вверх, и потом потихоньку стал упираться. Сейчас у меня вроде как на животе лишнего жира нет, но так как остались вот эти вот кожа, да, талия у меня сейчас 76, она тоже уже больше месяца никак не уменьшается. У меня очень широкий угол ребер, и, соответственно, талия у меня меньше не будет. Возможно, там 74-76 в этом диапазоне. То есть 60 талия у меня не светит, чисто физиологически, по анатомическому строению, никак не получится это сделать. Вот, значит, ушли объемы. Хотя мне говорили, что широкая кость, что роды, гормональные сбои после рождения детей, и я их всех кормила и очень долго. Каждого ребенка я кормила больше года, в районе 1,5 лет. Каждая из них была выкормлена. И вот это вот все мне постоянно говорили, что то есть назад ты уже в форму не вернешься. А сейчас я сижу перед вами в таком весе, и даже, я бы сказала, что лучшем состоянии именно своей скелетно-мышечной части, чем это было вот в студенчестве. То есть я, когда студенткой была, у меня комплекция была как сейчас, но были излишки жира в некоторых местах, да, и не такая мышечная масса, как сейчас у меня, потому что когда рождались дети, я вес старалась сбрасывать физическими тренировками, очень так хорошо тренировалась, хоть и дома, но при этом были активные тренировки.